Ребята, вы что, серьезно? 10 тысяч просмотров за сутки вы даете просто вообще, я не знаю. Это что такое? Я ожидал, конечно, какой-то реакции, ответного какого-то мнения, боялся особенно затронуть чувства верующих. Ну, тут такое, ребята, я сейчас 2 часа просто проснулся и 2 часа читал все ваши комментарии, на какие-то отвечал. Просто, ребята, большое вам спасибо за такую реакцию. Но это лишь подтверждает мою теорию Димаша, подтверждает мои слова. Это значит, что я попал в точку. Но на самом деле я хочу вам продолжить историю, которую я начал в своих трех первых видео. Итак, как вы помните... ну давайте представлюсь, да, потому что я фамилию свою называл, а как зовут, не называл. Меня зовут Андрей. Я живу на Алтае, в Горном Алтае уже 5-й год, а так всю жизнь прожил в Тольятти. Поэтому, кстати, Казахстан, привет, мы соседи. Так вот, ребята, есть продолжение этой истории. Итак, ночь, когда я записывал эти первые 3 видео, я долго не мог уснуть, мы лежали с женой, разговаривали, в том числе о Димаше, о его феномене. Меня прорвало, меня осенило, и, как я сказал на видео, я мне просто потребовалось обязательно это зафиксировать, потому что потом бы я это упустил. И я понимал, что я нащупал что-то очень важное. Бывает такое, знаете, ощущение, что ты вот, прикоснулся к чему-то истинному, правильному. Я стал записывать эти видео, у меня первая часть оборвалась, потому что кончилась память на телефоне, в итоге я разбил это на 2 части. Потом долго очень все это заливал, соответственно, на YouTube, все это отнимало времени, и в итоге где-то в 4 часа утра я вернулся в свою кровать и попытался уснуть. Но уснуть было нереально, потому что, просто у меня вот уже вот так вот все в голове, рой мыслей. И почему-то не спала жена. Видимо, такие энергии витали у меня в доме, что даже младшая дочь, которая, Машенька, которая спит у меня всегда просто очень крепким сном. Старшая спит намного более чутко и периодически просыпается. А младшая всегда спала очень крепко. И тут она заходит к нам в спальню и говорит, в обнимку со своим зайцем, и говорит, мне страшно. Вы понимаете, впервые у меня младшая дочь, которая 6 лет, проснулась ночью и сказала, мне страшно. Видимо, говорю, такие вихри энергии витали в моем доме, что даже такой крепкий сон Машин потревожили. В итоге уложили, как бы уснула. А я так уснуть не смог, потому что мне надо было вставать уже в 6 утра. Надо было ехать в другой город, отвозить машину на ремонт. Я заранее договорился и как бы не хотел подводить. Вот. И, в принципе, я вот 2 часа пролежал в кровати с этими мыслями, так и не уснул, и в 6 утра встал. И в итоге в 7 утра уже поехал в Бийск, в соседний город здесь, соответственно, с республикой, ехать 2 часа. За окном темень, темно, выпал снежок как раз у нас этой ночью, вот той ночью получается. Еду, правый поворот, темень, дорога не освещенная, поворачиваю направо и вижу 2 вертикальных огня справа где-то. Я думаю, что это такое вообще? Может быть, это ремонт дороги, может быть, объезд, может, это светофор, но почему белый? 2 вертикальных, вот так, 2 вертикальных огня. Но я все равно стал притормаживать, потому что, не пойму, может, там перегородили дорогу, может, ремонт. И вижу, в кювете валяется машина перевернутая. Вот. Я останавливаюсь, подбегаю, там два человека, парень и девушка. Слава богу, живые, все в порядке, висят на этих ремнях, хорошо были пристегнуты. И получается, так как они лежали на боку, им, одну часть дверей прижало, соответственно. Но, видимо, это произошло прям вот, только-только, потому что они еще были в таком шоке. В итоге я, начинаю их оттуда доставать, и мимо проезжает 2 машины, и не останавливается. И вы знаете, я тогда подумал, эти люди, наверное, не слушают Димаша, которые проехали мимо. Ну и все, и в итоге, я помог им оттуда выбраться из этой машины. Тут еще стали останавливаться люди, которые слушают Димаша. И мы всем скопом уже, перевернули эту машину, поставили на колеса, потом этих ребят там попутно довезли до города. А машина на самом деле повреждена была очень сильно. То есть они не просто съехали в кювет и перевернулись,
они съехали в кювет, клюнули носом, и по ходу машина сделала кульбит, и уже перевернувшись, встала на бок, потому что она была там вся замята, все стекла повылетали и так далее. Ну, в общем, слава богу, люди оказались живы. Но вот, тем не менее, вот такое как бы совпадение, да, после этой моей ночной истории. Ну так вот, знаете, хочется многое ответить. Я на самом деле много чего еще не сказал в первых видео, потому что все сразу охватить невозможно. И тема веры, тема религии, она настолько тонка, и вот здесь настолько надо быть с этими струнами аккуратно, что можно задеть на самом деле много людей. Я, поверьте мне, я ну, ни в коем случае не хочу никого обидеть, тем более там оскорбить на религиозной почве, тем более, что я сам сказал, что я верю во все религии. Это все одно, это все едино, и мы верим в одного Создателя, просто называем это разными именами. Но, тем не менее, в комментариях эта тема очень часто была затронута, там пишут, не трогайте мусульман, там и так далее. Ребят, никого не хочу обидеть. Если вы помните, я сам начал историю про христиан, про крестовые походы, как во имя Бога пошел поход на восток, да, христианской веры. И на самом деле проблема в том, что вот я хочу развить эту мысль, почему я считаю, что нынешняя религия в том исполнении, в том виде, в котором она есть сейчас, она себя изжила. То есть, как это происходит? Это происходит через проповедь, это происходит через там, от слова к слову, когда какой-то человек несет эти знания, и он, соответственно, это доносит другим людям. Но вы сами понимаете, что стоит ошибиться в одном слове, стоит что-то не упомянуть или придать этим словам свое какое-то значение, и знания начинают меняться. Я вот, например, совершенно точно уверен, что Библия переписывалась и не раз, что из нее много что убрали, там, и про реинкарнацию душ там, и так далее. А зачем людям давать шанс? Не, ребята, у вас одна жизнь, и если вы сейчас не будете делать, как я вам говорю, все, вы будете гореть в аду вечно вообще. Ну, конечно же, это мощнейший инструмент влияния на людей. И то, что сейчас происходит во всех религиях, во всех абсолютно, это вот как раз вот это вот исковеркивание истины, когда люди по каким-то своим корыстным, а может быть и не корыстным целям, может быть это у них получилось случайно, начинают менять то истинное значение, которое изначально было нам как бы послано знание о Боге. И это касается всей религии, в том числе и мусульманства, когда во имя Аллаха люди совершают теракты. Но они же кричат, это во имя Аллаха, они искренне в это верят, понимаете? Но это же ненормально, когда мы убиваем друг друга во имя Бога. Как когда встречаются две армии, да, раньше там в поле, и полководец кричит: «С нами Бог, вперед!» Да, но если с нами Бог, то с ними-то кто? Если на нашей стороне Бог, то на их стороне кто? Поэтому попробую сейчас объяснить, почему я считаю, что религия, неважно какая, сейчас себя и жила в этом современном нашем мире. То есть, смотрите, как я и сказал, передавая из поколения в поколение эти знания через разговор, через какие-то записи, волей-неволей они меняются, да, и если вы знаете игру «Телефон», да, когда на ушко там друг другу говорят, и в итоге там смог там седьмой человек расслышать это слово или нет, так я вот больше чем уверен, что если в эту игру сыграет 100 человек, и я скажу первое слово «ангел», да, а через 100 человек сотому человеку послышится, что это бомба. И он скажет «бомба». Вот и пожалуйста, вы понимаете, то есть это может происходить совершенно даже неосознанно. То есть я сказал одно, а в итоге перековеркали, и в итоге на выходе получилось совсем другое. Поэтому, или знаете, вот примеры из моей жизни совсем недавно. Как вы знаете, я проводил покерные серии здесь, в нашей горной зоне. И мы давали, соответственно, рекламу на радио. Вот. И в тексте рекламы есть там такая фраза, что гарантия серии там 5 миллионов рублей. То есть, что такое, кто не понимает, как бы, о чем я говорю, что такое гарантия серии? Покерная серия – это множество турниров, и если все призовые фонды турниров сложить, получается общая гарантия серии, там 5 миллионов рублей. Так вот, я, значит, еду, кстати, по-моему, тоже из Биска возвращался, еду вечером, и тут по радио слышу свою рекламу, о, здорово, думаю, реклама, и я слышу в конце фразу:
вы можете выиграть 5 миллионов рублей. Я чуть с дороги не слетел, остановился, тут же набираю, значит, наших маркетологов, ребята, это что такое? И они мне совершенно искренне говорят, ну, вы знаете, нам показалось, что так будет лучше звучать. То есть они не понимают суть вопроса, да, они совершенно неосознанно взяли, изменили фразу, не согласовав со мной, словосочетание, фразу «гарантия покерной серии 5 миллионов», они изменили, что вы можете выиграть 5 миллионов рублей. То есть они даже не понимали, о чем они говорят. Но в итоге получилось вранье. То есть мы по радио врали. На покерной серии, которую я проводил, один человек не может выиграть 5 миллионов рублей. То есть это гарантия всех турниров. И это вот пример как раз говорит о том, как можно очень легко исказить истину. Просто даже не нарочно, понимаете? А уж сколько люди делали специальных вещей, меняя истинное значение. И в итоге мы на выходе имеем то, что мы сейчас имеем. И это очень прискорбно. Так вот, в чем новшество моей идеи, что эта религия себя изжила, неважно какая, именно вот в том понимании, в котором сейчас ее, как она существует. Как еще по-другому можно поднять человека, как еще по-другому можно окрылить его, как еще по-другому можно зародить в его душе, не знаю, чтобы он обрел крылья, чтобы он почувствовал этот мир по-другому. Ну, через музыку, ребята. То, что сейчас делает Димаш. И это без посредников, вы понимаете? То есть мне не надо, чтобы мне кто-то что-то рассказывал, чтобы меня там как-то кто-то проповедовал. Поверю я, это не поверю. Насколько это человек искренен, который проповедует, да, насколько ему самому можно доверять, да. Ведь очень важно, кто говорит слова. Там, ну, как бы... А здесь мы получаем ну, выделенную линию, если можно так сказать, вы понимаете? То есть мы получаем истинные вибрации, мы получаем истинную любовь, которую нам этот человек передает. И именно поэтому я это назвал новым, новой религией, нового вида вообще религии. И многих это слово, кстати, задело, слово религия, потому что они сейчас на религию смотрят именно так, как она сейчас есть. Но если в истинном понимании понимать это слово, то религия – это путь. Путь, который человек выбирает и по которому он идет. И пока Димаш делает то, что он делает, я буду идти вместе с ним по этому пути, потому что лично меня он окрыляет, лично мне он дает энергию, и лично меня он поднимает по вибрациям наверх. И я это понял сейчас, почувствовал, что на самом деле за последние годы я что-то куда-то упал, не туда, куда надо. Вот. Поэтому лично моя большая благодарность Димашу, что он со мной сделал, и что он вернул мне вот эти высокие мысли, которые когда-то у меня были, а я почему-то их забыл. Поэтому ни в коем случае, ребят, никого не хотел обидеть, не затронуть ничьи чувства верующих. Я просто высказываю свою точку зрения, что этому миру пора перейти на какой-то новый виток и получать знания уже по-другому. Не из уст в уста, а получать вибрации при помощи таких людей, как Димаш. Я надеюсь, что еще могут появиться такие люди, потому что нам всем нужна помощь. Нашей планете нужна помощь. Так что, ребята, всем мир. Никого не хотел обидеть ни в коем случае.